В описании вы всегда можете найти мою ссылку для доната у официального партнера игры магазина BuffBuff. И здесь действительно самые низкие цены. Это не реклама, это просто факт. Задонатив через мою ссылку, вы поддерживаете канал. Я вам за это премного благодарен. Всем здравствуйте! Мы на китайском сервере, 36-й день сезона и 4-я лига. Сегодня у нас был подсчет. Баф у нас был вчера на увеличение урона от огня на 30%. То есть можно сказать нейтрально, так как в топе у нас не бывает огня. Сегодня у нас баф на увеличение урона ядом. Итак, топ-1, 20 миллиардов, почти 21, кстати. И здесь у нас все та же команда с неустрашимыми. Они себя чувствуют уверенно, при любой погоде. Для них вообще как бы все нипочем. У них дверь открыта, и им как бы все равно. Ничего тут не изменилось особо. Таривол, кстати, появился. Я совсем забыл, да, на него не обратил внимания. Я хотел же сказать. Здесь у нас 4 ДД. 4-я воронка, 4 ДД. Я так понимаю, все благодаря нашему 4-му маштурчику. 4-я воронка, 4-й маштур. Пожалуйста, 4 ДД. Все сходится. Так, и вот такой вот джин. Второе место, 17 миллиардов. Это у нас команда Ауры. Здесь у нас Линна плюс 1. Таресия 332 крит урон, 85 тысяч здоровья, ну то есть очень даже неплохо, очень даже неплохо. Дианта, как обычно одета, все как обычно. Анализис, Линкас и Лина. Плюсом 2300 защиты. Очков здоровья плюс 70 тысяч. Я просто пытаюсь понять, кто у него здесь танчит. То ли Анализис, что навряд ли, да, потому что слишком большой урон. Хотя, учитывая очки здоровья и количество защиты и пробуждения, вполне возможно, что это именно она. Хотя у него здесь даже талант на немоту. То есть он убрал здоровье. Возможно, что не она танчит все-таки. Не знаю, непонятно. И, кстати, обращу внимание, что у Ауры вот этот талант. Я не знаю, почему часто ставят второй талант. Сколько раз я проверял, у меня вот с этим талантом всегда получается лучше. И кот. Кот с новым талантом, уже пробужденным, 7,5 урона. 5 талантов пробуждено, он оставил крит урон, то есть 15%. Ну, вообще, наверное, логично, да? 15% к урону, можно сказать, получает она сразу. Это довольно-таки неплохо. Третье место, 16 миллиардов, почти 500. Оно у нас почему-то зависло. Хотя воронка была вчера, а результат не от... А, вот он. Это у меня, видать, зависла связь. 16, 380, Кульвида плюс 5, Маштур нулевый, чистенький. Вот такой вот набор талантов. 4 миллиарда разница с тем Маштуром и в 4 ДД. Здесь у нас, получается, Рейта выступает в качестве второго героя поддержки. Маштур, Настенка, Кульвита и Кукла. 300%. И плюс ко всему еще, ну плюсом я имею в виду, и плюс ко всему еще 5800 атаки. Мифик, кстати, у него на количество ослаблений, ну это логично, да, потому что мифик со стихиями, он требует желательно наличия 5 одинаковых стихий. А здесь же у нас на количество ослаблений, с учетом рейта и маштура, тут вообще никаких проблем с поддержанием максимального бафа, я так понимаю, нету. 16 миллиардов, все то же самое. Топ-5, 13 850, все то же самое, только Кульвида не плюс 5. Разъедание 13 800. Версия с маштуром. Ну, кстати, неплохой результат. Хотя, ну, с учетом Сецидис плюс 5, здесь у него неплохие показатели. Правда, ему немножечко ускорения добрать, и было бы заметно получше. Мне кажется, что было бы ближе к 400, так, ну, к 15 миллиардам, что-то типа того. Сецидис плюс 5, 6800 плюсом атаки. Это у него уже 8500, да, 8600 атаки. В общем, ничего себе. Очень высокие показатели. Сакредея. Кстати, в урон. И на раздаче. И код вот такой вот. Тоже крит урон он оставил, тоже лампу уже прокачал. 13 800. То есть наравне с разъеданием идет у нас ледяной взрыв. Причем с... Ой, 6700 плюсом атаки. Ничего себе, это очень, да, неплохо уже. Ой, сова плюс 5, 180 крит шанс с плюсом. Плюс 254 крит урон. Очень неплохие показатели.
Шина. Орел +1. И Этерил. И големчик. Я так понимаю, у него вроде как шина принимает удар на себя, потому что количество очков здоровья, да, здесь, правда, у него защиты очень много, 32 плюс 40, а здесь 53, 27. То есть кажется, что шина принимает удар на себя, хотя не знаю, с таким количеством защиты, только за счет блокировки урона. Ну, наверное, так. 13200. Здесь у нас неустрашимый Кульвида +3, ну, Настенка +5. Вроде бы и Маштур есть, и Рита. Но урона, конечно, маловато. 12500. Ледяной взрыв. Тоже полный комплект, но 12500. Разница большая. Но у него здесь, я так понимаю, да, заметно меньше атаки, чуть-чуть побольше крит шанса. То есть параметры похуже. Ну и, соответственно, урон тоже на целый миллиард отличается. Ледяной взрыв здесь даже заполонил топ. Ну, собственно, и все. То есть здесь больше ничего особо смотреть нету. Хотя, конечно же, может быть, стоило бы как-то вниз рейтинга опуститься, чтобы посмотреть хотя бы более-менее человеческие команды. Да, здесь Цецидис +4. Совсем мало урона, на 3 миллиарда разница на целых. Навряд ли дело в пробуждении, скорее всего, просто команда слабенькая, слабо собрана. Здесь у нас версия без орла, но зато Скар +1 и Зорок вместо Этерил 11200. Тяжело. Ледяному взрыву дается урон. 9800. Еще слабее. 8500 аура +4. Ну, не знаю. Кажется, что маловато. Тем более у нас анализис +3. Я так понимаю, здесь уже больше смотреть особо нечего. Здесь у нас версия, кстати, 7 миллиардов, Флосия и Синарел. Причем сова +5, артефакт на месте, но урона очень-очень мало для такого количества. Ой, пробуждение, эксклюзивок, да, как-то хотелось бы, конечно, но не 7 миллиардов точно. Но, возможно, что слабый игрок. Ладно, давайте напоследок глянем сегодня еще, да, то, что у нас на обычной воронке уже не лиги. Чтобы оценить урон разъедания. 15500 с бафом они наносят. Вариант с Маштуром. Цецидис +5. Такая жирная, довольно-таки. Жирная не по факту, а по сути. Такой вот неплохой вариант, кстати, я не обратил внимания. 23 ускорения есть, плюс здесь перчатка. Крит урон неплохой. Ну, хорошо такая крепенькая собрана как команда. Плюс ко всему еще и Маштур. Вообще, по идее, да, если Маштуру еще добавить пробуждений, как вот, допустим, с неустрашимыми, может быть, на +4 он вообще смог бы тянуть всю команду с 4 ДД. То есть, может быть, здесь можно было поставить вместо рейты какого-нибудь Шмыгли. У нас же все-таки неустрашимые ближники. Да, там есть Кульвида, который снижает урон. Но, может быть, они справились бы. Кто его знает. Ладно, на этом все. Всем большое спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.